Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро. Что вам нужно знать о нем? Какая информация, может быть, скрывается и является тайной? Может быть, вам ее просто нужно узнать, услышать? Может быть, влияет на ваши отношения? Может быть, реализуется или произойдет как событие в ближайшем будущем, как Таро-прогноз на отношения, на загаданного человека. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин. На любовь, на отношения, на проявления, на планы, мысли, чувства и действия загаданного человека, мужчины или женщины. По традиции мы начнем с того, что посмотрим вашу ситуацию, что происходит между вами, чтобы вы понимали, ваш этот расклад, не ваш, ну или чтобы вы хотя бы, может быть, посмотрели на происходящее со стороны, как оно выглядит, как выглядит ваша ситуация, да, вот. И потом уже делали выводы некие, да, на события, как прогноз на обстоятельства того, что вас ждет в ближайшем будущем, да. Таким образом. Ну что ж, начнем. Давайте. Настраивайтесь на себя, на свою интуицию, на свою ситуацию. Начнем. Что за ситуация, кто пришел на расклад, что происходит? Верховная жрица. Ну, какое такое? Знаете, во-первых, у вас много чувств, эмоций, предчувствий. Вот на самом деле эти отношения, они напоминают магию, мистику. Вам постоянно что-то непонятно, что-то снится, что-то предчувствуете. И знаете, такое ощущение, что вас что-то не пускает постоянно вперед идти, или вы постоянно что-то не понимаете. Жрица всегда о скрытом чем-то, каких-то чувствах женских. Но смотрите, вы как мужчина эту женщину не понимаете. Она для вас закрыта. Вы как женщина тоже что-то чувствуете и не понимаете. У женщин чаще интуиция работает более-менее, да, давайте так скажем. Она у вас более работает, да. И вы что-то чувствуете к этой женщине или к этому мужчине, а что не понимаете, да, и какая-то сила вас то ли останавливает, то ли закрывает дорогу к этому мужчине, да, вот так. Ну, такое, верховная жрица, это как минимум. Смотрите, мужчины, если вы чувствуете, что она ведьма, ваша интуиция вас не подводит. Ну, а если вы, женщины, чувствуете своим сердцем, что там что-то не то, ну, пока посмотрим, да, может быть, что-то и не то. Знаете, здесь нужно бы как бы подуспокоиться. Здесь 4 мечей. У вас могут быть и спокойные чувства к этому человеку, к этому мужчине, к этой женщине. Но по этой карте это карта такой зимней спячки, остуды, знаете, как будто бы к вам мужчина остывает или женщина остывает. И как будто бы дорогу кто-то, может быть, знаете, как, ну, перекрывает все равно. Или просто отношения вообще непонятные, вялые. Це українською лунає як мляві, да, відносини, мляві. Как будто бы вы в анабиозе. Мужчина, кстати, может, вот если вы смотрите, что вдруг начались отношения, и мужчина потом резко раз и остыл. Именно резко, потому что тут сразу жрица, сразу 4, сразу непонятно стало, резко непонятно, да. Что это было, да? Вы пришли с первого свидания, да, там, и оба, и непонятно, что это за человек такой, да? Мужчина или женщина. Мужчина здесь остывший какой-то. Но влюбленные. Вы вроде бы как уже влюбиться успели. Это центральная карта здесь. Она, знаете, как бы вам в любом случае нужно открывать дорогу. И, кстати, скоро вот Ивана Купала, да, и сейчас уже вот идет это солнцестояние, да, летнее. И вроде бы как были дороги открыты, и они стали закрыты. Остыло, да. Или нужно дороги открывать прям магией сюда, да. Прям жрица говорит о магии, особенно если вы чувствуете, да, что такой период, где мужчина остывает, и вы его теряете. Или женщина остывает, вы ее теряете. Вот здесь спасет вашу любовь и отношения не только любовь и отношения, но и магия. Есть такое предчувствие, что есть кто-то третий. Мужчина вроде бы как, или женщина вроде бы как, тут оно обоюдно, близнецы все-таки, да? Да и
Сигнификатор у нас женщина. Это и для женщин, и для мужчин универсальный расклад сегодня. Так вот, смотрите. Есть такое ощущение, что мужчина или женщина не может понять, ему кто нужен или ей кто нужен. Этот или тот или этот, да? Направо или налево. По какому пути пойти. Какой дорогой пойти. Вот этот момент вот сейчас мне почему-то открывается. Кого я люблю, ее или его, да? Вот такое. Тройка монет, но перспектива тут есть. То есть, если вы будете работать, да, вот такое ощущение, что вроде бы как и надо, ну не сколько надо, а сколько можно здесь работать. А непонятно зачем. Вот вы что-то предпринимаете в этих отношениях, ну прилагаете какие-то усилия, а оно непонятно как проявляется. То есть адекватные реакции или той реакции вашего партнера, на которую вы рассчитываете, вы не получаете. Например, вы там прикладываете усилия, а отдачи нет. Вы делаете какой-то, например, подарок, ну, к примеру, да, а он или не реагирует, или его не ценит, да, или обесценивает тоже. Или вообще делает вид, что не замечает. Кстати, вас тут могут игнорить просто по вот этим двум картам даже. Даже по двум, да и по вот этому медведю. Но вы все равно чувствуете, интуиция этого у вас развита, что нужно здесь как бы работать, прикладывать усилия. Кстати, эти отношения вас развивают в принципе. То есть в любом случае, вне зависимости от того, получится, не получится, у вас все будет, ну как бы для вас, как опыт, это будет очень круто. Оно вас изменит. Тройка пентаклей. Ну и, кстати, тройка пентаклей здесь может намекать на треугольник. Ну и правосудие. Значит, смотрите. Ситуация может быть и в браке уже, который есть, да, и мужчина здесь остыл, или женщина остыла. И вроде бы как и есть перспектива, а непонятно. Весы — это холодная карта. Четверка мечей тоже очень холодная карта. Это вообще такая карта, вы на грани риска потерять эти отношения. То есть вот эта фабула, да, где о ком или о чем этот расклад, или для кого. Сомневаетесь, много думаете, надо, не надо эти отношения. Здесь воздух, здесь воздух, здесь холодный воздух, здесь монеты, земля чуть-чуть, а здесь интуиция, нету огня совсем. Давайте посмотрим. Вот огонь — это чаще о жизни, о духе. Вот что скажет дух, да, по этому поводу. Что скажет дух по этому поводу? Как видят высшие силы, именно не ситуация ваша, в которой вы узнаете или не узнаете, а именно вот высшие силы. Как бы на что воля духа, да? Но опять тройка жезлов, ну как бы воля духа разжечь огонь, дать шанс, что ли, этим отношениям. Искать перспективу, всматриваться в перспективу или найти что-то хорошее. Вообще воля духа найти цель в этих отношениях. Что может вас объединять? Но дух видит, что перспектива есть. Да, может быть и третий человек тут. Часто треугольники — это очень часто. Без треугольника, вот в чем суть треугольника, да, любовного. Треугольник, да, третий лишний всегда, да, вот здесь тут всегда третий есть во влюбленных, да. Но третий лишний, но треугольник есть гармония. И вот эта карта, она о гармонии, двойной гармонии, да, после жрицы. После императрицы даже, да. Поэтому суть духа говорит о том, что нужен здесь огонь. Здесь этот лед или вот эту остуду, условно говоря. Тут, кстати, может быть остуда на одном из мужчин, на одном из партнеров, на мужчине или на женщине. Ну, с точки зрения магии, которая тут она вот прям сразу выпадает. Она может быть, его остудили, например. Или такая вот ситуация вот с точки зрения духа, да, нужно заинтересоваться, да, или заинтересовать себя. А интерес — это цель все равно. Нужно понимать четкую цель. Цель — это перспектива, здесь все равно выравнивание этих отношений по вот этой карте. Если эти отношения дороги, то дух видит, что шанс не должен быть упущен. Почему-то вот так. Поэтому тут как будто бы, знаете, нужно оживить или реанимировать эти отношения, учитывая то, что здесь вода прям такая... Ну, здесь скрытый огонь. Вот это закрытый огонь. Это Овен в одном из аспектов. А вообще это вода. Вода, воздух холодный, воздух
нейтральный, прикладание, да, приложение усилий и спокойствие, а огня нет. То есть дух говорит так: дай шанс ему, себе, даже если есть треугольники, если есть препятствия, если есть потеря интереса, заинтересуйся как-то, да, заинтересуй его, себя, подумай, не торопись, сделай правильный выбор, найди правильный путь, приложи усилия. Вот такой вот. Окей. Давайте посмотрим, что он или она за человек. Немножко такой портрет, да, соберем этого человека загаданного вашего. Это может быть и мужчина, и женщина. Ну, здесь мужчина победитель, да, и женщина тоже не пасет задних. Прям смотрите, 6 жезлов. Но если мужчина любит быть первым, да, и здесь и надо, да, и вообще, как бы в отношениях мужчина, он не должен, конечно, ничего, но желательно, чтобы он был лидером, потому что мужское начало — это все-таки лидерское начало. Поэтому мужчина здесь первый. И мужчине надо вот, чтобы его успехи признавались, да, то есть он любит, когда в его огонь поддувают, да, то есть женщине здесь не надо быть эмоциональной, ее эмоции могут тушить этот огонь. И вот когда женщина рядом с ним, с этим мужчиной, эмоционирует, она тушит его, то есть она сбивает его с курса. Вот этот огонь гасится. Смотрите, женщина, если вы здесь женщина, как ваш сигнификатор, то здесь огонь на огонь будет сбивать его огонь. То есть вашего льва, ну, мужчина здесь, кстати, может быть лев, на Л имя даже, да, или лев имя, или, ну, лев по характеру. То есть это такой холерик, может быть флегматик, но знающий свою цель, свой курс. У вас могут тут курсы расходиться просто. Ну, или если вас только не соперница там не сбивает с толку, да, его или вам пути магическим путем не закрывает, то женщина, если здесь огонь, то это все портит, по сути. И если женщина вода, эмоция, то портит. Ей нужно женщине здесь сохранять холодный, трезвый ум и расчет, да, вот. И все, и будет все хорошо. Как еще видят? То есть успешный человек, стоящий, да. Далее здесь башня, ну, взрывной человек, психованный может быть мужчина здесь. Ну и женщина тоже на эмоциях может вообще натворить бед. Но, по сути, учитывая то, что он здесь вообще остыл, а здесь сгорел, или горит, или взрывается, то он может быть сейчас, ну, перегорел к вам, да. То есть какая-то была такая вспышка эмоций в его отношениях к вам, или какие-то события между вами произошли резко, что он прямо... Сейчас его видят разбитым, ты его разбила, как будто бы разрушила, да, вот такое. Он разбит, по сути, сейчас. Но, опять-таки, это человек важный, он достигает вершин. По башне это всегда достигает чего-то, да. Оно может быть не получаться, вот он упал, поднялся, упал, отжался, упал, снова поднимается наверх. То есть он даже срывается со своего Эвереста, условно говоря, да, со своих вершин. Потом опять встает и идет, встает и идет. Постоянно у него... Его жизнь бьет, а он идет вперед, этот человек. Ну и вы как женщина тоже можете быть такой. Но это, с одной стороны, вам помогает. Ну а с другой стороны, в отношениях ваша вот эта настойчивость, она может и портить, и закрывать вам дорогу в этом квадрате. Вот, ну, в этом уголочке, да. Давайте еще посмотрим, что это за человек. 4 монет. Ну такой, он, во-первых, если в что-то вцепился, да, или за что-то зацепился, то он потом фиг отдаст это. Может быть скрягой, но больше он ценит то, что добился. И если что-то теряет, он пытается или забрать себе назад, или пытается не допустить до того, чтобы у него что-то забрали. А если что-то забрали, может очень сильно злиться. Да? То есть он склонен к одному чему-то. Да, и он может быть в треугольнике, но он больше однолюб. И треугольник, он влияет здесь ситуативно. Кстати, эта жрица может быть не обязательно ваша соперница, как женщина какая-то, да, там девушка третья. А может быть мать, бабушка, да, ну то есть тот человек, который для него авторитет, который влияет на его конечное решение, да. Хотя, опять-таки, он достаточно сильный лидер, и она там фоном идет. Это больше, знаете, такое скрытое мнение, да. Как вообще на фабуле стоит непрогляд, да, то есть мы не можем знать. Нам вообще сразу карты сказали, в ситуации фиг разберешься сразу, да, жрица. То
То есть можно без ситуации этот расклад смотреть. Для всех. Ну, вообще на любую ситуацию. Да? Что еще за человек? Ну, устойчивый он. Двойка монет. Игривый такой. Может легко купить, легко продать, легко поменять ситуацию. Хотя, видите, я вроде бы как сказал, что он цепляется, да? Но он, наверное, легко меняет ситуацию, когда уже доведен до белого коленя и когда разбит. Когда он уже вообще теряет интерес. Поэтому он здесь вот сейчас вам нужно удерживать эту ситуацию, и ему нужно удерживать. А если не приложите усилий, тогда вы ее не удержите, и ситуация может не пойти по более выгодному для вас сценарию. Ну, вообще человек этот оптимист, игривый, легкий и легкий на подъем, да? Вот ему зарычать или что-то сделать новое, ему не проблема. Что-то поменять в жизни, ему не проблема. Поэтому, если он за вас зацепился, а вы с него, извините, его трусите, шайтаните и пьете из него кровь, то он психанет и поменяет ситуацию, да? С другой стороны, если есть какие-то трудности в отношениях, то он не будет бросать вас. Он надежный человек. А если даже есть соперница или какая-то женщина в этой ситуации, то он может там к ней прислушиваться. Или долго быть там в браке с ней, если вы третье лицо, да. Но пытаться найти выходы. Тоже такая интересный такой мужчина. Интересный. Давайте дальше посмотрим. Ну что еще о нем можно сказать? А давайте спросим, насколько он умный, да, или насколько он спокойный, рассудительный. Но смотрите, рядом императрица попадает, ну то есть в этот вопрос, да, умный, насколько он умный. Ну очень умный, это во-первых. Он ценит спокойствие женщины. Видите, вот эта императрица, о которой я говорил, когда вот тут был, перемотаете, посмотрите. Я сказал императрица, да, это гармония. Его ум позволяет притянуть к себе спокойную женщину, натуральную женщину. То есть ему не нужна женщина-лидер, я вам сразу говорю здесь, поэтому имейте в виду, если вы там прям ведьма, которая лидер-лидер, нифига вам будет очень тяжело с этим мужчиной. Его ум гармоничный, и он притягивает к себе подсознательно женщину слабую, подобную матери где-то, может быть, бабушке. Мнение женщины для него важно, поэтому имейте в виду, мама и бабушка, и вообще сестра даже может на него влиять. Ему нужна умная женщина, красивая женщина, спокойная, здоровая. Если он будет видеть вас больную женщину, вряд ли он будет с вами дальше продолжать отношения. Вот как только он скажет себе в голове, в своем разуме, что это какая-то больная, все, у вас дорога будет закрыта. Может быть, так и есть, что он вам сказал, ты что, больная? Я развернулся, хлопнул дверью, ушел и остыл, и потерял интерес к вам. Но если была там какая-то ссора, я не вижу здесь ссоры какой-то, но как бы вы его довели, но ссоры, явной тут ссоры я не вижу. Может быть, вот этот дух говорит, что огня нету, да, то есть может он и перегорел, да, то есть, ну, как бы постоянно одно и то же, когда он видел вас и не понимал, да, он перегорел, огня нету, да, тогда много огня, а потом огня нету нифига. И он хочет, чтобы и вы успокоились, да, но как бы каким мы его видим здесь? Мы видим здесь его со спокойной женщиной, с гармоничной, здоровой, поэтому он такой, разум его принимает спокойных, натуральных женщин, таких мягких, нежных, таких, именно девочку-девочку ему надо, да, вот такое вот, ну я же девочка, да, вот, ну такое он такое ищет. Хорошо, как его видят духи? Может быть, дух вашего отца, матери, живого, неживого, да, вот такое, или как бы его видели родители со стороны. Они говорят вам, и дух говорит, он вам подходит. 4 жезлов, видите? Классно. Вообще, пока духи говорят 7, это тот мужчина, которого ты искала, или та женщина, которую ты искала. То есть тебе нужно быть такой домашней, такой няшей, да, такой мягенькой, такой уметь готовить, да. Путь к мужчине лежит через его желудок. Видите, она держится за живот. Ну да, тут это беременность, конечно. И, кстати, он может искать женщину для оплодотворения и для рождения ребенка. То есть потенциально вас этот мужчина особенно, ну тут больше такое про мужчину, ищет место, где родится его, ну или продлится его род. Вот так. Видите, как я сказал, вам так никто никогда не говорит.
Он видит в вас место для продления его рода. Ну, тоже. Что вы, кстати, сейчас чувствуете? Напишите мне, когда услышали вот это. Ну, если вы не планируете ребенка, тогда ему нужен, ну, такая мама, которая не надзиратель для него, не блокирует его. То есть, смотрите, ваша мамочка внутренняя здесь должна быть спокойненькая. Окей? Хорошо. Что вы о нем не знаете? Что вы о нем не знаете? Может быть достаточно жестким, холодным, вот эта холодность по 4 мечей, вспыльчивым и может сорваться вообще, то есть может быть безбашенным. Это действительно тайна. Дальше. Почему он остыл к вам? Почему он перегорел? Или почему может перегореть? Из-за чего? Ну, смотрите, здесь страсть, во-первых. Он может, вот тут какое может быть дело? Смерть это вот уже когда вся энергия вычерпана. Поэтому он может перегореть к вам, да, и остыть. Из-за того, что смерть энергии, Мартидо, магия кладбищенская, это может быть здесь, к сожалению. Потому что здесь мечей много, концентрация такого. Знаете, вот в этом углу как будто бы вот пауки в банке, у меня такой поток идет. Поэтому не доводите, знаете, є така приказка українською, накажи Бога дуть, да, то есть, ну, не проси у Бога, условно говоря, больше, ну, тут очень такой тонкий, да, момент, накажи Бога, не проси Бога дуть. То есть, вы как будто бы, если вы выпросите, напроситесь, то он уже потом, короче, его нельзя доводить до коленя белого, до накала, башня, да. Вот когда молния уже проскакивает, у него планка падает, условно говоря, шторки падают, и он как зашоренная лошадь, вот он в ярости, этот человек в ярости не может себя контролировать. Ярость это очень такое, ну, не каждый эту ярость может слепую пройти, да, то есть оно психологически только прорабатывается. А этот человек с яростью не дружит. Вот ему нельзя напиваться очень сильно, он может быть буйный и не соображает. Или просто, если он не выпивает, этот человек, ну, там, общий расклад, помните об этом, а то он напишите, да он не пьет, что вы тут мелите. Так он может просто, вы его можете вывести вообще и все. Он даже может в ярости промолчать и ничего вам не сказать, да? Когда смотрите общий расклад, смотрите самые такие яркие для себя подходящие аспекты. Окей. То есть почему остыл все-таки, да? Потому что потерял энергию, перегорел все-таки, да? И почему он может остыть? Когда вы, как мужчина или женщина, да, становитесь роковым и все время только берете в отношениях, а назад не даете. Смерть она забирает. Поэтому нужно всегда помнить, что отношения это не только брать, но и давать. Вот он, да, тройка. Как бы циркуляция. Брать, давать. Находить и терять, да. И если ты где-то что-то уступил или отдал, то ты должен получить. И если получил, то отдай. Окей? Слышите? Поэтому, ну, не доводите до отчаяния, до крайней точки, до точки кипения. Ну, вот почему-то такое. А огня и не хватает здесь. Здесь уже его и хватит, этого огня. Больше не надо. Вот хватит колдовать на него, пока подождите. Или хватит его, извините за выражение, задрачивать. Дайте ему отдохнуть, а то он так сотрется на ничто, как говорится, да? Как говорится точно. Что он не готов терять или не готов отдать? Или кого? Он не готов отдавать дружбу и любовь, но с человеком, которому он доверяет и которому испытывает чувства. Это преданный человек. Имейте это в виду. Рыцарь кубков. Но он может и не торопиться открываться, этот человек. Может, потому что здесь задержанность, а здесь чувство, а здесь тоже чувство, как бы, да, или это здесь движение чувств, а здесь задержанность, застой, а здесь чувство. Поэтому он может быть такой, знаете, себе на уме присматриваться, нужно разобраться в своих мыслях, чувствах, вот такое вот. Что вы еще не знаете? А вот насколько он успешный? Вы знаете, он успешный. Этот человек будет отстаивать интересы свои прежде всего. То есть в его границы лучше не лезть здесь. А того, кто он любит, он будет защищать. Это настоящий мужчина, защитник. Ну а женщина настоящая хранительница домашнего очага, все-таки огонь. Такая вот карта, посмотрите в нее, вглядитесь, да, он защищает, да и она защитница. То есть и женщина здесь будет за спиной этого мужчины, как за каменной стеной, а мужчина будет настоящим таким добытчиком, охотником, защитником, да, не обидит женщин. Это вот карта, здесь выпадает звездой, тут смотрите, прям 3 женщины.
Смотрите, что вы о нем не знаете. Этот человек красивый. Может быть, сейчас будете знать, может, вы гадаете на будущего мужа. Он ищет красивую, соответственно, женщину, поэтому он ценит красоту в женщине. Он ценит в женщине спокойствие, холодный ум, трезвый расчет. Поэтому, если вы психанули вот здесь, тут, смотрите, жрица, как женщина психанула, да, жрица и башня. На эмоциях, видите, диагональ какая, жрица, башня и чувство мужчина по отношению. Или мужчина психанул. То это только из-за того, что доведен до максимума смерть, башня и охлаждение резкое. То есть, знаете, вот как он, вот любой электроприбор, да, если его им перегрузить сеть, то у вас в доме выскочит предохранитель. Вот это вот сгорел предохранитель здесь, поэтому и огня нет. Вот что вам дух хочет сказать о нем такого, что вы не знаете? Знаете, если это женщина, она свободная уже. И женщине для того, чтобы с ним быть, с этим мужчиной, нужно быть разведенной, нужно развестись, разойтись. То есть, ну, как минимум с мужчиной, которым, если вы в треугольнике, как женщина, да, как третья, то вам нужно идти в эти отношения вообще, чтобы вас уже ничто не держало. То есть у вас все мосты должны быть сожжены в прошлое. У вас только должно быть стремление к настоящему. А прошлое на вас никак не должно влиять. Вы должны быть честная, спокойная, холодная. Ну как, холодная в плане не психованная, спокойная, да? Не безэмоциональная, отмороженная, да? А понимающая, на что вы идете. Вот я об этом. А если мужчина, да, вот что о мужчине, то он ищет честную, открытую, справедливую женщину, но спокойную, не дерганую, потому что здесь весы правосудия, здесь она разведенная, да, вот это ему, это очень важно здесь, чтобы она была, чтобы он четко знал, что вы не врете. Смотрите, здесь король мечей и королева мечей, здесь вот расклад вот этот вот, да, эта линия жизни или эта ситуация, она о мужчине и женщине воздушных стихий, водолей, близнец, весы. Ну и здесь и мужчина, и женщина. Оба воздушные, оба огненные, оба земные и оба водные могут быть. То есть вы, знаете как, что вы не знаете? Вы, в принципе, похожи будете друг на друга. То есть вы подобное к подобному будете притягиваться. Да? И он подобен вам, и вы об этом не знаете. Может быть чувствуете, но не знаете до конца. Да? Поэтому дух видит вообще в потенциале брак. Или, давайте скажем так, хорошее дело браком не назовешь, есть такая пословица. Я ее всегда придерживаюсь, поэтому высшие силы видят союз. Но если вы будете спокойно идти к этому союзу. Давайте посмотрим его мысли о вас. Его мысли о вас. Вот что думает загаданный человек о вас прямо сейчас. Быстренько. Вы знаете, действительно, он думает, ну это уже слишком. С меня хватит пока что. Да, довели вы его, скорее всего, или рискуете довести. Или думает так, ну если еще она мне или он мне что-то такое, да, вот в таком стиле, то я уже не выдержу точно, потому что она еще как бы не дошла эта линия. Или я даже и не знаю, что от него еще просить, чего от него или от нее ожидать на эмоциональном уровне. Но тем не менее выдерживает, да. Вот даже если он психанул, он выдержал. Те отношения, знаете, такие немножко кармические. Ну, попахивает кармой, хотя повешенный не выпадал, то есть он выдержал. И что он думает? Ну ладно, посмотрим дальше, да, то есть, видите, гаснет потихонечку, да, гаснет в плане успокаивается. Что он думает сейчас? Надо остыть, не торопиться, я выдержу, я же мужчина. А если женщина, ну, он выдержит, он справится. Что еще думает? Ну, смотрите, мысли неоднозначные, тут два рыцаря. С одной стороны земля, ну, думает пока, говорит себе вот так, да, смотрите, это уже слишком, остынь и опять вспылю. Надо как-то помолчать сейчас и, может быть, накажу, подумаю еще, вот здесь, видите, стоячая, а здесь всплеск. Не понимает, в каком движении, в каком векторе держать, в каком направлении держать вектор движения. Вот, видите, в каком направлении держать вектор движения. Такое двойственное. Наказать ее жестко
Или ладно, так и быть, уже еще одного раза подождем, да? Тройка мечей. Смотрите, он думает, что вы разбили ему сердце. Ну и подозревает, что может и вам тоже разбил сердце. Но в этом признаваться не хочет. Ни вам, ни себе. Да? То есть он чувствует боль, но не говорит себе. Молчит пока, выдерживает. Вот эта карта выдерживания где-то крутит в себе эмоции, мысли, да, вот такое. Но ему болит. И он думает об этом и думает, что может и вас задел как-то. Да? Такой разум, он же водолей все-таки. И тут водолей. Повешенный, страдает сейчас и чувствует ваши страдания. Склонен, кстати, к страданиям, но мы смотрим вообще линейку мыслей, поэтому ему больно сейчас. Вот. Недопонимает, что происходит, не понимает вас. Это тут непонятие. И что думает, что да, это кармические все-таки отношения. Думает, ого, нифига себе, меня так угораздило. Вот это я пожелал себе у щуки, да. Щука же тому дураку, да? Вот я дурак, да? Зачем я себе пожелал? Зачем я это сделал? Зачем я это сказал? Вообще, когда человек что-то говорит, это же декларация намерения. Он сказал, зачем я это ей ляпнул, да? Или зачем я вообще это сделал? Лучше бы я это молчал, да? Или зачем я пошел в эти отношения, да? Тоже такое, может, страдание. Давайте, как его мысли видят высшие силы, да? Как они проявляются и к чему они могут привести. Ну, ситуация, знаете, такая, ни вашим, ни нашим, двойка мечей, все-таки высшие силы не видят пока еще никакой тут паники, все тут будет хорошо пока, может быть хорошо, да, то есть он пока как бы принимает это, то есть, как говорится, people хавает, да, есть такая пословица, да, или он сглатывает, да, условно говоря, да, проглотил, да, то есть, ну, почему проглотил? Потому что пока может. Да, он взорвался, да, у него уже был выброс какой-то, но пока еще там есть куда глотать, да, то есть потенциал все равно еще есть. Вам везет, да, вот как тому человеку, который со стороны, то есть он и это проглотит, условно говоря, он там переболеет, перестрадает. 3 очень плохих карты: воздушная, воздушная, воздушная. Вот это только говорит о том, что он как бы может успокоиться, вот эти 2 карты. А теперь давайте проверим его чувства. Проверим-ка его чувства, давайте. А ну-ка, давайте-ка проверим-ка его чувства к вам. Что чувствует? Чувствует, что надо вам дать шанс. Такой он еще, знаете, ваш партнер, партнерша, оптимист. Бросить вас не может. Чувствует, что планы не реализованы до конца. Королева жезлов чувствует у вас, что вы ведьма или, ну, давайте так скажем, говорит, вот ведьма. Вашу энергию чувствует, ваш энергетический удар. Вы обожгли его. Огонь, огонь. И вот это вот то, что было между вами, оно немножко его подогрело как бы. И он вспыхнул, но чувствует, что если дальше так пойдет дело, он с собой не справится. Он еще контролирует пока себя, хоть и страдает. Что еще чувствует? Колесница. Хорошая карта. Чувствует, что что-то нужно все равно с вами делать. Но как-то надо себя показывать, проявлять. Что еще чувствует? Иногда его сносит уйти от боли. Чувствует, а может быть, клин уйти вообще. Но его как бы назад вообще тянет. Видите, повешенный. А еще он может чувствовать, знаете, что если вы действительно такая, знаете, женщина роковая, чарующая, потому что тут смерть есть, а это рок. Роковая женщина, вот она. Где наша смерть? Вот она. То он может чувствовать, что есть какая-то, знаете, душевная зависимость от вас. Ну что еще чувствует? Да, в ближайшее время как-то появится, проявится, даст о себе знать. Вот сейчас ставьте на паузу, если хотите. И я своим женским намерением вызываю этого мужчину на связь, на диалог, на разговор, на то, чтобы вернулся и появился. А если его у вас нету вообще, этого мужчины, что я своим намерением, как раз у нас купала, привлекаю к себе мужчину или женщину. Ну, это уже в зависимости от того, кто на раскладе пишет. И я своей ведьмой или своим магом, своим намерением вызываю мужчину, привлекаю его в свою жизнь или возвращаю его к себе. Или если у вас там ссора, конфликт, чтобы позвонил, вспомнил о вас, написал вам и так далее. Окей? Это работает. Здесь у него как раз такая ситуация, он не понимает, и связаться с вами или не связаться, вернуться или не вернуться. И вот намерение есть, и вроде хочет уйти, а карта прям показывает, как будто он в прошлое возвращается, да. И он движение, все равно все это к вам, да, он не может уйти. Поэтому пишите так: я ведьма такая-то, да, ну, можете имя писать, не писать, я ведьма, привлекаю в свою
жизнь этого мужчины. Можете написать имя, можете написать мужчину, которого еще пока нет, но придет, или который ушел, но вернется, или которого жду на связь. Окей? Вот этот момент вам тут. Знаете, сделаем как будто бы даже вызов мужчины здесь, да? Вызов, привлечение мужчин, это прям как обряд. Давайте тогда, что мы сделаем? Положим руночку. Какая руна вам поможет? А ну давай. А ну давай. Было бы хорошо, если бы Тивас выпал, Эвас, Гебо. Было бы неплохо. Ну давайте посмотрим, какая. Может быть... Ну что выпадет, то и выпадет, да? Настраивайтесь на руну, представьте себе любую руну, которую знаете, не знаете, или знак какой-то представьте, а я вам покажу, что выпадет. А, вот раз. С самого низа это я хорошо перемешать хочу. Что я тут магичил только что. Колдовал. А ну давай смотреть. Видите, какой хаос случился у нас на столе. О, Беркана перевернута. Да, у вас немножко подзакрыта дорога. Беркана. Смотрите. Беркана это всегда рост отношений. Это красивая женщина. Это тендітна жінка. Да? Що таке тендітна жінка? Це хрупкая, утонченная, да, такая, нежная, мягкая, да. Ну давайте, оно тут тендитность, это хрупкость, да, такая. Смотрите. Какая руна поможет? Руна роста Беркана. Рисуем. И мужчины, и женщины рисуют. Мужчины привлекают красивую, утонченную. Это вообще береза. Ну, береза сейчас не в моде. Давайте тополя, да. Ива, да. Смерека, вишня, да. Ну, або будь-яке інше дерево. Ну, сколько можно эти березки, да? Ну, кто там по березкам тащится, рисуйте себе. Представляйте себе березку. Вот. Главное, чтобы зайцы не погрызли, а то такое. Остальное то такое. И рисуем вот эту сюда, да? Мужчина привлекает себе женщину. Возвращается к женщине, если вдруг, ну, ушли вы от нее там куда-нибудь. А женщина привлекает мужчину. Очень крутой получается обряд. Появится, 100% появится, напишет, объявится, вернется и найдется. И в вашу жизнь обязательно любовь и союз привлечется. Окей? Вот это вот. Видите, как раз купала, венки, беркана, любовь, женщина, женская энергия. И вы активируете как женщина этой энергией себе вот здесь на руке свою красоту и свой рост. А когда вы растете, да, вас замечают мужчины и начинают к вам тянуться. Вы как маячок становитесь, да, как дерево, красивое деревце, да. Не в смысле дерево, а красивое растение, да. Здоровое, это рост, это беременность часто. Вот, поэтому вот так вот. У вас тогда, и если детей хотите, и будет и детей прибавление в семье. Очень классная руна выпала, кстати, не ожидал. Почему-то я хотел Тивас вытянуть. Эвас, Тивас, Геба, даже Райдо. Вот сюда Райдо были. Легло хорошо. Геба вот сюда хорошо легло. Но легла почему-то Беркана, и все-таки у меня вот это вот. Вот эта вот картина у меня прям перед глазами, как вы стоите под деревом, да, которое вот. И поток пошел. А давайте планы на вас, этого мужчины. Посмотрим, что вам о нем надо знать. Как раз по планам пройдемся, да? Мужчины и женщины. Знаете, он хочет быть счастливым, и, возможно, и вы тут будете счастливы. Беркана уже запустила этот процесс. Хочет быть, знаете, он хочет вернуться к вам, хочет появиться, хочет с вами новой встречи, общения. И он хочет нового огня, и не хочет, чтобы было так, как раньше было. Это что-то новенькое. Что еще хочет? Он хочет все изменить и хочет, чтобы и вы изменились. Изменились, может быть, громкость вашего голоса не так, чтобы вы сильно громко орали на него, да, потому что, ну, тут это дуть в трубу, да. Может быть, хочет, чтобы вы поиграли для него на виолончели с аккомпанементом или без аккомпанемента. То чуть не сказал это слово, о котором вы подумали, да. Поменяли, может быть, форму свою, может быть, стиль жизни. Тут он перемен хочет, желает, даже горит перемены. Хочет быть надежным, стабильным, успешным, богатым. И хочет, чтобы вы могли отдавать ему больше, чем вы отдаете. Все-таки любовь — это брать, давать. И любовь — это иногда давать даже то, чего у тебя нет. Вот подумайте, чего у вас нет и что бы у вас могло появиться благодаря вашим переменам. Что еще планирует делать? Планирует вам открыть свое сердце, предложить руку и сердце, любить вас и быть любимым вами.
И, возможно, даже и освободиться от тех чар той женщины, которая на него оказывает влияние зримо, незримо, знаете об этом или скорее не знаете. Но и он и хочет тоже, чтобы и вы освободились и были независимы. Независимы. Будете ли вы счастливы? Мир. Да, все дороги перед вами могут быть открыты, если вы их открывали своей магией или магией привлеченной. Вот. Он ищет выход, и счастье здесь есть, и любые привязки, которые связывают вас с прошлым, они не должны быть и мешать. И будете ли вы вместе? Все и на все воля духа, и шанс этот есть. И дух не просто так сюда пришел, поскольку Беркана здесь есть. И новое начало обязательно в вашей жизни в полнолуние встанет как раз сейчас. У нас полнолуние и солнцестояние. Любимого и любимой к себе притяжение. И ваша красота и обаяние откроет путь к любви без сомнения. Мира вам и вашим мирам, берегите себя, любите себя і міри, які окружають вас. Світла вам та вашому всесвітові, і нехай нове життя та нова сила, нове здоров'я та новий зріст приведе вас до кохання та здійснення ваших мрій та бажань у стосунках, та нехай щастить. Світла та миру. Лишайтесь на зв'язку і все буде добре. Па-па.